Движение – жизнь. Известная фраза уж точно применима к компаниям, о которых пойдет речь дальше. Все они связаны с транспортом, с логистикой, с перемещением из точки А в точку Б. Как же они развиваются с учетом современных вызовов? А это, конечно, и агрессивные санкции, это и поиск новых рынков сбыта, это и производство самого транспорта, и, забегая немного вперед, даже развитие спорта. Вот об этом мы сейчас и расскажем. Прямо сейчас о прицепах для любой задачи. Порядка 12 тысяч надстроек. Масштабное производство перчаток. Эта перчатка не режется. Развитие судостроения. Заключились контракты, набраны специалисты. Роботы и аккумуляторы. Последние 5 лет мы очень активно ведем модернизацию. И свежеиспеченные лодки. Крик рулевого «давай, давай» — это, конечно, драйв почище любого другого. Итак, сначала отправимся в Рязань. Завод, чье развитие зависит не только от положительного заряда, но и от отрицательного. Ведь он производит аккумуляторные батареи, причем с размахом, мощность более 1 000 000 штук в год. На кого же они тратят свою энергию не впустую, мы сейчас и расскажем. Более 1000 видов аккумуляторов. Для автомобилей стартерные. Кто здесь ваши клиенты? Ну, из таких крупных клиентов у нас, конечно, мы можем похвастаться, является КАМАЗ. Есть аккумуляторы для промышленности. Это вот как раз вот погрузчик, да, привез такой? Вот это он привез стационарные аккумуляторы, которые у нас выпускаются под маркой «Штарк». Марка «Штарк» — это марка наших учредителей. Учредителем завода является московская компания «Акуфер Трип». Компания, которая воплощает в жизнь проекты, чтобы ни добыча нефти, ни, например, железная дорога не остались без энергии, решила использовать не импортные аккумуляторы, а свои. Около 1,5 миллиарда рублей за последние 5 лет именно учредителями инвестировано в инфраструктуру, в новое оборудование, в развитие завода. Все начинается, конечно, с сырья. Более 90% сырья у нас это российское сырье. Ну что, лаборатория говорит, хорошее качество? Проблем с качеством вроде как пока не наблюдалось. Полный цикл производства без модернизации был бы утопией. Мы много линий запустили, модернизировали садок, запустили гелевые, то есть установка, водоочистки, несколько ванн произвели, которые делают очень различные батареи. Линии с высокой степенью автоматизации. Все эти роботы – дело дорогое. Господдержка весьма кстати. Фонд развития промышленности и федеральный, и региональный. В данный момент сейчас мы получили одобрение на очередной проект. Осенью в планах расширение производства. Для этого мы строим новый корпус, в котором будет как раз размещено автоматическое оборудование. Вот наподобие этой линии, только для промышленных аккумуляторов. И очень нужны еще люди, знающие, с какой стороны подойти к современному станку. И для этого мы, конечно, прибегаем к различным ухищрениям. Например, мы берем людей на работу с регионов Рязанской области, оплачивая им проезд. Повышение качества образования – задача прежде всего государственная, но и бизнес не должен стоять в стороне. Плюс, конечно же, обновить материально-техническую базу, подготовить соответствующих преподавателей. Сейчас, благодаря реализации национального проекта, есть большое количество возможностей для развития сферы образования. Мы каждым из них пользуемся. Мы оснащаем, переоснащаем наши среднеспециальные учебные заведения. Большая работа ведется по вузам, идут ремонты общежитий. Все это повышает престижность образования. Аккумуляторы, по словам производителей, могли быть и дешевле. В цене сырья, свинца есть плата за экологический сбор, но она не последняя.
Получается, еще нужно платить потом, Ну да, Это так. экологический сбор или мы должны выполнить РОП, расширенную ответственность производителей. Ну да, получается, платите несколько раз. И за закупку, и потом еще за расширенное, да. и все это закладывается в цену. Вынуждены Ну да, закладывать. да. Тем не менее, стараются конкурировать даже на заграничных рынках. Ближнее зарубежье, вот в Афганистан у нас действует экспорт. Есть экспорт, республики бывшего СССР, которые СНГ страны. Есть экспорт. Есть меры поддержки от Российского экспортного центра. От обучения до компенсации затрат на логистику и продвижения на выставках и в зарубежных магазинах. Тот стабильный набор мер поддержки, которые востребованы нашими экспортерами, он у нас сохраняется. И единственное, чем мы занимаемся, это улучшением процедуры получения таких мер поддержки, потому что сами по себе меры поддержки наши экспортеры просят не менять. Одна из таких субсидий – транспортная субсидия, то есть это компенсация части расходов на логистику. Она супер востребована. Более 5 с лишним миллиардов рублей было выделено в этом году на компенсацию логистических расходов экспортеров. Далее компании, без продукта которой не произвести не то что транспортные средства, вообще не развить промышленность или, например, строительный комплекс. Отправимся в Ставропольский край. Клиенты этой компании Ставропольского края уж точно любят брать дело в свои руки. И руки обязательно защищенные. Здесь производят более 10 миллионов пар перчаток в месяц. Это не просто аксессуар, это важная вещь для людей, развивающих экономику страны. Когда в 2021 году создавали это предприятие, в стране заводы и пароходы строили российские руки, но в импортных перчатках. И они были сшиты не всегда по погоде большой страны. Получается, что некоторые зарубежные производители не учитывали, да, что у нас можно работать в лютый мороз. Совершенно верно. Ну или там какие-то есть специфики по условиям работы там в цехах. Этого, к сожалению, они не могли учитывать, а мы это можем сделать. Чтобы сделать перчатки на все случаи промышленной жизни, о которых чуть позже, предприятие прошло непростой путь. Здесь были старые корпуса, и нам пришлось фактически разработать целую программу по модернизации для того, чтобы правильно выстроить технологический процесс. Начинали с одного цеха, где стройными рядами трудились швейные станки. Но задача была построить полный цикл производства, связать подобно перчаткам все воедино. От сырья. В настоящее время доля российского сырья составляет порядка 70-75%. До поставки готовых изделий клиентам. Стали расширяться, закупили еще оборудование с высокой степенью автоматизации. Сколько всего станков? У нас установлено порядка 2000 станков. Это только вязального оборудования. Мы внедрили систему сбора перчаток, которая позволяет на 25% снизить трудовые затраты. Удалось ускорить и кропотливый процесс маркировки перчаток. Если раньше машины работница обшивала где-то порядка 2500 пар перчаток, сейчас обшивают 5000 пар перчаток. Ну, то есть в 2 раза быстрее. Да. А сердцем производства стал цех нанесения защитных покрытий. Вот такого оборудования в России больше нет нигде. Нет. Выглядит, как будто продукция всеми руками за то, чтобы пойти купаться в ванные, где на них нанесут спецпокрытие. С момента того, как перчатку, соответственно, коллеги одели на машину и до выхода готовой продукции происходит 1,5 часа. То есть это подготовка основы, макание в натуральный латекс, макание в специальный раствор, который создает морщину, и правильный выстроенный технологический процесс сушки. Правда, оборудование требует умеющих работать на нем людей. Готовы с нуля обучить человека, чтобы через короткий промежуток времени он мог строиться в технологическую цепочку и начать приступить к выпуску продукции. Итог – не просто перчатки, а средства индивидуальной защиты рук.
Стоит отметить, что наша продукция полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Мы прошли самые строжайшие исследования, утвержденные в нашей стране. Мы по ряду показателей превосходим наши зарубежные аналоги. Более 50 моделей среди перчаточного разнообразия и с ПВХ-покрытием, и с латексом. Как вы видите, наша перчатка в этом плане она очень комфортная, очень, соответственно, такая мягкая, тактильная и удобная. Теплые есть, да, тоже? Вот. Конечно, когда внешняя сторона перчатки – это полиэфир, например, с покрытием натуральным или синтетическим латексом, а внутри еще дополнительная появляется перчатка там полушерстяная. Вот новинка из антипорезной нити. Ну, так плотно, да. Ну, она, конечно, Да. плотная, да. То есть порезаться здесь Нельзя. нельзя. Клиенты не только промышленники, строительные гипермаркеты, маркетплейсы. Ведь и для огорода перчатки есть. Конкурировать удается. У иностранцев на индивидуальный заказ уходит месяцев 7. А здесь за счет скорости и своего автопарка сроки совсем иные – 30-45 дней. Я хочу еще отметить то, что за последние годы мы, помимо российского рынка, мы очень плотно стали работать с странами ЕС. Мы начали первые поставки, у нас уже пошли в Белоруссию, в Казахстан. И мы прекрасно понимаем, что мы на этом не будем останавливаться. Поддержка поставок за рубеж может быть под единым брендом «Сделано в России». Своего рода добровольный знак качества. Например, таким образом компании представили свои товары на выставке Gulfood в Арабских Эмиратах и на Инопроме в Саудовской Аравии. Мы сейчас разработали кодекс добросовестного участника программы «Сделано в России». Это будет абсолютно добровольная такая вот корпоративная культура. С одной стороны, мы, формируя образ России, даем возможность всем компаниям, которые под брендом «Сделано в России» выходят на внешние рынки, получить интерес потенциального покупателя. А с другой стороны, каждый участник этой программы несет ответственность за то, чтобы не подмочить этот образ, чтобы он был на самом высоком уровне формируемым. А что же дальше? Компания планирует увеличить свои производственные мощности. Законы в плане замещения импорта встали на сторону российского бизнеса. На территории Ставропольского края, где мы находимся, местные власти, губернатор края очень большое внимание уделяет тем производственным площадкам, которые появляются на территории. Это хороший, правильный, выстроенный диалог. Причем это, вот как любят говорить, дорога с двусторонним движением. Это очень важно отметить. Объемы заказов растут, и в помощь не только современное оборудование и господдержка, но и подход с душой, когда главный технолог еще и поэт. Смогли мы создать для наших людей цеха для прекрасной работы. Продукция наша нужна и важна. С ней руки в надежной защитой. Одетая в нашу перчатку рука несет нам тепло и защиту. Промышленность – дело творческое, получается. Спасибо. Не без этого. Возвращаясь к транспортной тематике, весьма творчески подходит к производству герой нашей следующей истории из Рязанской области. Автофургон. Казалось бы, что в нем сложного? Стены на колесах. Но если груз нужно охладить или наоборот не дать ему остыть, если необходимо здесь сделать медицинский кабинет или передвижной офис, да что там офис, киностудию, голубятню, или наоборот все это убрать и сделать здесь манипулятор, эвакуатор или самосвал. Все это нормальное желание заказчика, которые и обращаются на производство в Рязанской области. Наше предприятие более 30 лет производит продукцию в виде надстроек. Также мы производим полуприцепы, изотермические рефрижераторы, шторные полуприцепы, контейнеровозы и самосвальные полуприцепы. Все начинается с идеи в голове разработчика. На сегодня мы можем исполнить любой заказ в любом виде, в любой конструкции. Продолжается сваркой рамы роботами, причем оборудование поставили по спецзаказу. Мы одни из первых, кто занялись сваркой рамы роботов. Насколько оно повысило скорость, качество?
скорость сварки уменьшилась с 4,5 часов до 2 часов 50 минут. Далее заливка изотермических панелей. На модернизацию, конечно, завод денег не пожалел. Плюс помогло и государство. Да, за последние несколько лет предприятием было приобретено оборудование порядка 500 миллионов рублей. Оборудование приобреталось в том числе за счет средств Федерального фонда промышленности. Это льготный займ. В компании рассуждают так. 12 тысяч надстроек в год крупнейший производитель Центральной России – хорошо, но можно и лучше. В этом году заработают новые цеха. В данном случае мы под увеличение производственных мощностей через банк использовали промышленную ипотеку. Мы построили 10 тысяч квадратных метров площади в 2 очереди и привлекали на это субсидируемые займы через банк в общей сумме порядка 500 миллионов рублей. Цеха, в которых получают прописку умные роботы, все равно требуют людей, специалистов. Так что активно сотрудничают с учебными заведениями, помогая теорию обогатить практикой. Сегодня в России идет поддержка и развитие среднеспециального образования. Мы это видим по нашим учебным заведениям, да. И считаю, что это буквально проблема год назад, сегодня уже переросла в разряд решаемых. Кадровый вопрос не единственно сложный. Вот на чем еще производители делают акцент. Мы наблюдаем рост тарифов на все энергоресурсы, да, это всегда вызывает некий диссонанс, сложнее становится, затраты растут, а выпуск продукции в силу определенных причин становится меньше. И, слава богу, справляемся. Очень надеемся, что все-таки наша работа даст результат, а в целом экономическая ситуация нам будет благоприятствовать. А что касается кадров из сферы перевозок, у нас в запасе пример из Архангельска, где ремонтная база флота открывает для себя новые судостроительные горизонты. Буксир, который спускают на воду после ремонта, ветеран морского движения. Видел русско-финскую войну и Великую Отечественную. Поддерживать его в рабочем расположении духа позволяет опыт судостроителей Архангельской области. И агрессивные западные санкции здесь только в помощь. Раньше до 90% всех кораблей, которые были приписаны к Архангельскому порту, обслуживались, проходили там и техническое обслуживание, ремонты в портах Западной Европы. И когда это стало невозможным, все вернулись обратно в родную гавань. И сегодня мы видим прям серьезный рост объемов судоремонта в Архангельской области. Если в 2020 году до всех санкционных ограничений мы ремонтировали примерно 180 судов, то сегодня это уже больше 350. График ремонта расписан на годы вперед, и эта база не исключение. Судоремонт нужен, тем более в нынешних реалиях, что средний возраст нашего флота российского это далеко за 30 лет. То есть в него нужно вкладывать. Но все-таки даже новое судно по правилам регламента регистра, оно раз в 5 лет должно обслуживаться. Заказов много, мощностей не хватает. Частные предприятия инвестируют в развитие. То есть это непосредственно модернизация наклонной части слипа, что позволит увеличить и тоннаж судов, которые мы поднимаем, и длину судов. Дальше больше. Во всех отношениях. Сухой док для крупнотоннажного флота. Причем речь не только о ремонте. Спустя 10 лет перерыва возродили судостроение. И то есть сейчас мы выполняем подрядное строительство определенных секций. И также строим небольшие баржи-понтоны. И самое главное – люди. Не только новые рабочие места, но и подготовка специалистов. Мы совместно с Министерством образования Архангельской области организовали класс учебный прямо на территории, где ребята проходят практику. То есть это, наверное, один из первых шагов, который был принят, чтобы отрасль жила. Но также федеральные программы помощи, льготные кредиты, что позволяет приобретать станки и оборудование. Это фонд развития промышленности, да? Да, именно про него.
Уже несколько сотен человек прошли обучение, потом идут на предприятия области работать. И сюда, конечно. За последние годы штат вырос почти в 3 раза. Мы увеличили в 4 раза именно и количество судов, и, так сказать, выручку предприятия. Ну и все-таки подтянули качество. Подобные предприятия стратегически важны. Поддержание в хорошем состоянии Северного флота означает надежную транспортировку грузов и обслуживание инфраструктуры Севморпути, грузооборот которого к 2030 году может увеличиться в 15 раз и достичь 500 миллионов тонн. Ведь на пути в быстрорастущую Азию это более короткий маршрут, чем через Суэцкий канал. Объемы поставок российских товаров растут не только в Китай. Во многие, прежде всего, дружественные страны. В прошлом году ни сырьевой, ни энергетический экспорт составил порядка 150 миллиардов долларов. Мы на самом деле с удовлетворением видим, что география у нас не сильно изменилась за последнее время, и при этом мы начинаем осваивать новые рынки, на которые раньше мы традиционно, может быть, не смотрели как на стратегические рынки, просто потому что экспорт становится все более и более важной частью экономики нашей страны и наших предприятий. И так сказать, на десерт история компании из Санкт-Петербурга, которая тоже связана с водным транспортом, но грузы здесь ни при чем. В России довольно большое количество оборудования, экипировки для профессионального и любительского спорта зарубежного. Это факт. Но компания из Санкт-Петербурга решила, что нужно из этой ситуации как-то выгребать. Причем выгребать в прямом смысле этого слова. В 2006-м Георгий решил продолжить дело своего тренера по академической гребле, который производил комплектующие для лодок. Сплотив вокруг себя команду, мы начали постепенно, начиная с весел, а потом уже у нас появились первые лодки, и через пару-тройку лет мы уже начали производить уже и серийные продукты. Создание лодки для профи как диета, борьба с лишними килограммами. Первые образцы весили 18 и годились для тренировок, но не для соревнований. Вот эта лодка сделана уже из карбона. Вот тут даже можно увидеть вот это вот черный цвет, это карбон. И баночка, это так называется у нас подвижное сиденье, она тоже сделана из карбона. И внутри тоже карбон. И эта лодка весит всего лишь 14 килограмм. Лодки делают так. Стеклопластик или углепластик пропитывают смолой специальной матрицы и в печь часов на 6-10, где плюс 120 градусов. Выпекается. Выпекается, можно и так сказать. Да, хоть это и не булочки, но это тоже примерно такой же процесс. Но полностью пока российской не удается ее сделать. Да, не все у нас производят. Вот вещи, как вот подпятники вы видите, да, какие-то еще специфические вот гребенки, да, для того, чтобы можно было их производить здесь, в России, их нужно делать огромными количествами. Вот, а это пока еще не рентабельно. Производят и гребные системы для САПов, весла, цельные и разборные, и не только для академической гребли. Есть у нас весла для байдарки и есть весла для каноэ. А в год в среднем получается 60 лодок для 1, 2 или 4 гребцов. В основном их покупают спортивные школы, но конкуренция с импортными до сих пор большая. У них дешевле? Зачастую бывает дешевле, но качество здесь есть ниже. Обратная сторона, да. Тем не менее, производство развивается. Хотели бы начать производить 8-ки, но для 16-метровой лодки нужна и печь побольше, и помещение. И здесь вполне можно обратиться за господдержкой. Одна из наиболее востребованных мер господдержки – это льготные займы Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.
Вот с 2019 года мы увеличили его капитализацию в 10 раз. Сейчас она составляет 13 миллиардов рублей. В 2025 году город предоставит предприятиям 3 миллиарда рублей. Это 14 программ. Большую часть займов, это порядка 60%, представляем на приобретение оборудования. Ну а сами производители отмечают, отличная поддержка – это политика покупать свое, российское. В плане финансирования просто в плане, может быть, некоторой большей загрузки и помощи в том, что все-таки побольше преференций для отечественных производителей, да. Тогда можно быть смелее, планировать инвестиции, конкурировать и разрабатывать новые продукты, которые нужны потребителям. Это относится не только к лодкам, к тому, что связано с передвижением, а к любому производству.